Падение Тунгусского метеорита – одно из самых загадочных и затяжных событий XX века. На протяжении десятилетий вокруг него кружились самые невероятные версии – НЛО, антиматерия, микроскопическая черная дыра, шаровая молния. Говорили о причастности Николы Теслы, якобы пытавшегося направить мощный энергетический заряд на Аляску, а также о секретных испытаниях Российской империи, где инженеры якобы сбросили дирижабль с новой бомбой. Реальность же штука сложная. Природа любит оставлять людям пространство для гипотез, а не распахивать перед ними все секреты сразу. Что же произошло в далекой тайге в начале прошлого столетия? 30 июня 1908 года, Енисейская губерния, бассейн подкаменный Тунгуски. В 7:14 утра ясный солнечный день внезапно нарушил раскаленный объект, несшийся со стороны юго-востока к северо-западу и затем взорвавшийся над землей. Звук напоминал раскат грома и артиллерийский выстрел, а в небе вспыхнули огни столь яркие, что, казалось, загорается второе солнце. Потрясение было настолько мощное, что на расстоянии до 200 километров выбивало стекла и разносило постройки. Сельскохозяйственные угодья, домашний скот и дикая природа – все оказалось под ударом. Животные гибели, рыба мертва, птицы разбросаны по окрестностям. Ударная волна слышалась на тысячи километров, а машины на Транссибирской магистрали, находившиеся за сотни километров, останавливало ее влияние. Эхо разлетается по планете. В Европе и Азии зафиксировали колебания земной коры, сопоставимые с умеренным землетрясением. В небе над Сибирью еще часы спустя можно было наблюдать серые пылевые шлейфы, следы по пути движения загадочного тела. Следующие ночи принесли необычность на планету целиком. Над Европой воцарились необычно светлые ночи. Жители Берлина, Лондона, Вены и Копенгагена спокойно читали газеты в полулунной темноте и фотографировали ночное небо. Днем же люди наблюдали редкое явление под названием «солнечное гало». И все это зафиксировано как минимум в 155 точках мира. Атмосфера стала пылкой. Астрономам было трудно смотреть звездное небо с таких высот. Пресса почти не уделяла этому событиям особого внимания. Сравнение с извержением Кракатау 1883 года давало контекст огромной силы, и Тунгусский инцидент казался второстепенным эпизодом, хоть и крайне необычным. В российской прессе появились первые свидетельства. Крестьяне одной деревни увидели в небе трубу или цилиндр бело-голубого цвета, который двигался вниз около 10 минут, после чего появился столб черного дыма и раздался громкий стук. Лес загорелся, и люди в панике подумали, что наступил конец света. Период до и после советской эпохи оказался богаче на скрупулезные следы, чем просто слухи. В 1920-х годах мир почти забыл о катастрофе, но местные жители Эвенков сохранили воспоминания, которые позже помогут исследователям. Одни из самых замечательных наблюдений – это водоемы и гидрологические аномалии. Где-то вода фонтанировала без видимого источника, вокруг появлялись новые ключи и родники, часть лесов исчезала, а затем восстанавливалась. Шаманы уверяли, богиня грома обиделась на людей и теперь сердится. Эти слова, окруженные мифами и верованиями, стали важной частью культурного контекста феномена. Первые серьезные научные шаги сделал Леонид Кулик, дворянин, ставший одним из первых большевиков и позже ведущим минералогом и разведчиком полезных ископаемых в СССР. Он стал одним из основоположников метеоритной астрономии в стране. В 1921 году в компании Петра Драверта они отправились в первую экспедицию по исследованию метеоритов, упавших в Сибири. Самый большой интерес у них вызвал именно эпизод 1908 года. За время своей деятельности Кулик провел 4 экспедиции и исследовал тунгусский феномен на протяжении 12 лет. В мертвом лесу, зоне безжизненной растительности,
Ученым удалось увидеть не то кратер падения, не то нечто иное. 8 километров в поперечнике пожарного круга, вокруг которого деревья обгорели и ободрались, но стоят прямыми. Рядом опаленные стволы, поваленные в направлении эпицентра. Общая площадь безжизненной зоны достигала 2150 квадратных километров. Большая часть леса погибла из-за пожара, вызванного ударной волной и тепловым импульсом. С течением лет ученые увидели и другие любопытные детали. На разных участках леса деревья росли необычно, словно кто-то зашел и потом ушел, оставив после себя странную панораму. Но самое поразительное, спустя 5-7 лет после взрыва деревья начали восстанавливаться, дав новые побеги и корни. По версии ученых, возрождение пояснялось не магией природы, а богатством перегноя и тепло, превращающего останки в удобрения. Так разрушение леса превратилось в основополагающий трофей для дальнейшего развития биосферы региона. Благодаря усилиям Кулика, Тунгусский эпизод стал важной страницей научной истории СССР. Он стал точкой отсчета для развития метеоритной науки в регионе. Однако прямых физических доказательств падения метеорита тогда еще не было. Эта неопределенность породила самые яркие конспирологические теории. Первая гипотеза – над Сибирью терпит крушение инопланетный корабль. Советский фантаст Александр Казанцев в своих романах «Пылающий остров» и «Взрыв» выдвинул идею, что ядерный взрыв в Хиросиме и Тунгусские катастрофы как братья-близнецы по силе. Казанцев стал одним из первопроходцев этой идеи, и он даже повлиял на космонавтику. Сергей Королёв отправил в тайгу группу сотрудников и выделил вертолет для поисков, признавая, что жаль, что ничего не нашли. Ученые в итоге отнесли эту гипотезу к разряду маловероятных, но уфологи продолжают возвращаться к ней. Вторая схема – тайга служила ареной секретных испытаний мощного вооружения. Казанцев предполагал, что территория могла быть испытательной площадкой для ядерных и даже инопланетных систем. Но в ходе экспериментов не было найдено радиационных следов, что заставило искать другие объяснения. Одной из самых популярных современных теорий стал миф о экспериментах Николы Теслы. Якобы он пытался передать огромный заряд энергии на Аляску, траектория полета которого изменила направление и ударилась в Сибирь. Никаких документальных подтверждений не сохранилось. Легенды о Тесле живут в умах людей и сейчас. Еще существовала версия об микроскопической черной дыре, которая могла пройти через Землю и призвести к энергетическому взрыву. Иллюзорная малая, по сути черная дыра, полуматериальная гипотеза, которую нельзя опровергнуть на 100%, потому что физическая реальность того времени не позволяла собрать достаточное количество данных. Были предположения и о том, что взрыв мог быть вызван антиматерией. При столкновении антиматерии с земной материей происходила бы аннигиляция и мощный выброс энергии без характерных следов космического тела. Еще одна яркая версия – шаровая молния гигантских масштабов. А иногда звучал и совершенно земной сценарий. Природный газ, который, просочившись через кору и скаплившись в районе катастрофы, мог привести к мощному взрыву. Однако над всеми этими версиями все же давлеет основная научная позиция. Место падения – космический характер, и в почве и водах региона обнаруживаются редкоземельные металлы, которые, по словам свидетелей и специалистов, имеют внеземное происхождение. Но где именно упало тело, остается предметом оживленных споров. Сторонники версии о падении метеорита считают, что кратер от падения мог быть озером Чека, который имеет воронкообразную форму и следы редкоземельных металлов в иле. Но и это не дает окончательного ответа. Соседнее озеро, заповедное, имеет такие же формы и аналогичные осадки, и оба озера появились задолго до 1908 года. Прочесав огромные пространства тайги, ученые не нашли ни одного фрагмента метеорита, ни в озерах, ни где-либо еще. Версия о комете тоже вызывает сомнения, поскольку объект состоял бы из льда и пыли,
и не мог бы проникнуть столь глубоко в атмосферу Земли и взорваться таким образом. Тем не менее, существует одна наиболее обоснованная и выстроенная логически теория. Возможно, объект был кометным телом с каменным ядром, которое проникло в нижние слои атмосферы и под воздействием давления взорвалось, разрывая ядро на микрочастицы, которые затем смешались с почвой и водой регионов. Такая комета с каменным сердцем могла не оставить больших фрагментов, но распределить редкоземельные металлы по огромной площади. Этот сценарий, несмотря на отсутствие крупных артефактов, остается одной из самых стройных теорий, подкрепленных данными. Но загадке тунгусского феномена не суждено исчезнуть в одиночестве. Наоборот, она втягивает в себя все новые слои знаний. Современная исследовательская практика выглядит иначе, чем в начале XX века. Теперь в помощь полевым экспедициям приходят геофизика, радиогеология, спектральный анализ почв и вод, картирование с помощью беспилотников и спутников, а также ландшафтные реконструкции на основе данных первого порядка. Магнитная аномалия и геоэлектрическое зондирование позволяют изучать мертвый лес и его границы, пытаясь понять, почему лес вокруг эпицентра выглядел так, будто зажгли ночь. Результаты новых исследований порой противоречат друг другу, но именно в этом и состоит сила современных методов – принимать неопределенность как часть истины, а не препятствие. Сейчас археологические, геохимические и биогеохимические подходы дополняются антропологией и лингвистикой. Ветви памяти местных сообществ – охотников, чумовиков, свидетелей – становятся важными фрагментами картины. Устные предания, описание запахов, поведение животных за дни до и после взрыва, изменение климата и гидрологические сдвиги – все это позволяет ученым перекрещивать данные и формировать более устойчивые гипотезы. Архивные письма и заметки путешественников становятся ценными источниками. Особенно, когда цифровые технологии дают возможность воскресить забытые свидетельства и проследить их сопряженность с материальными следами. Важной частью объединенной картины остаются современные исследования. В рамках новой волны экспедиций применяются те же принципы, что и в начале XX века, но с современными возможностями. Дистанционное зондирование, геоэлектрическое картографирование, локационные системы, анализ вод и почвы, аэрокосмические снимки и моделирование ландшафта. Эти инструменты помогают понять не только мгновение взрыва, но и долгосрочные последствия для экосистемы, от водоворотов в озерах до возрождения лесов спустя годы. Вопрос остается открытым. Была ли это чисто космическая катастрофа, или в ней принимали участие и земные процессы? Однако одно ясно. Тунгусский эпизод стал не просто загадкой прошлого, но реальной лабораторией для науки, которая учит нас, как работать с большими данными, как сочетать землю и небо и как слушать память людей, живущих рядом с тайгой. И все же самое удивительное – наше везение. Ни одна человеческая трагедия не произошла в этом эпизоде. Погибших не зафиксировано. Масштабы разрушения удивительно умеренные для такой силы удара, и люди не впали в паническую истерику. В этом сибирском случае мир увидел возможность для интеллектуального роста, от геологии к астрономии, от биологии к культурологическим размышлениям. Тунгусский феномен стал своего рода маркером того, как наука может расти за счет неясности. Мы учимся не только искать конкретные артефакты, но и учимся задавать правильные вопросы, работать в условиях неопределенности и принимать тот факт, что некоторые тайны не спешат быть раскрытыми. Погружаясь дальше в ткань тунгусской истории, мы видим не только попытки понять взрыв 1908 года, но и как современная наука переосмысляет этот эпизод через новые технологии, новые источники и новые этические рамки. Этот раздел не разрушает прежнюю картину, а дополняет ее, добавляет детали полевых работ, новых подходов к анализу материалов, а также размышления о том, как память людей и культуры вплетается в коридор научного поиска.
В современную эпоху архивные свидетели перестают быть единственным источником знаний. Им на смену приходят методы дистанционного зондирования и геофизики, которые позволяют увидеть скрытые слои тайги без физического вторжения в каждое дерево. Лазерная локация с помощью лидар помогает воссоздать точную карту рельефа и высоты, чтобы понять, как изменялось пространство после взрыва, корневые системы, перепрофилирование пойм рек и новые русла. Спутниковые снимки дают возможность сравнивать ландшафт за более чем столетие, вскрывая медленно происходящие процессы возобновления леса и спада воды в старых и новых водоемах. Геофизика, магнитная аномалия, геоэлектрическое зондирование, гидрологический мониторинг – все это в комплексе позволяет реконструировать картину мертвого леса и его границ с большей уверенностью, чем когда-либо. Связь между Землей и небом остается центральной темой исследования. Современные ученые все чаще работают в связке с антропологами, лингвистами и историками, чтобы понять, как культурный контекст формирует восприятие феноменов природы. Устные предания эвенков, рассказы, байки и современные реконструкции местных знаний становятся важной частью базы данных. Не столько что произошло, сколько как люди объясняли это и чему учили детей. Некоторые детали, запахи, изменения поведения зверей, сезонные сдвиги становятся предметом аналитических записей и кросс-валидаций с физическими данными. Этот синтез усиливает доверие к выводам и позволяет видеть феномен не как изолированное событие, а как мультидисциплинарную матрицу причин и следствий. Изучение редкоземельных элементов, их распределение в почве и осадочных слоях продолжает оставаться одной из самых спорных и интересных тем. В новых образцах удается обнаружить признаки того, что некоторые элементы могли иметь космическое происхождение, однако трактовка их источников остается дискуссионной. Сейчас ученые различают между локальными перебросами из пород, карбонатными слоями и глубинными источниками, которые могут объяснить редкие следы металлов. Важно отметить, что современные методы позволяют обнаружить и даже подсчитать маленькие концентрации, которые были недоступны столетия назад, и это меняет эпическую картину, открывая путь к более сложной интерпретации того, что произошло в подкаменной Тунгуске. Параллельно активизировались теоретические и моделирующие работы. В рамках симуляций используются данные о составе атмосферы, скорости ветра на разных высотах, распределении аэрозолей и потенциальной кинематике ударной волны. Модели помогают понять, как могло формироваться солнечное гало и световые ореолы, и почему светящиеся ночи были зафиксированы не только в Сибири, но и в Западной Европе, на Балканах и в Азии. Война миров между гипотезами, метеорит, воздушная ударная волна, аннигиляционные сценарии накапливается в научных журналах как карта возможных путей, которые должны быть проверены новыми наблюдениями. Особое место занимает внимание к долгосрочным экологическим последствиям. Ученые отслеживают, как изменялось биоразнообразие по краям эпицентра, как восстанавливались водные экосистемы и как новое микробное сообщество заселяло выжженные участки. Это не просто реконструкция прошлого, а попытка увидеть, как экосистема реагирует на бурю энергий, и как эти реакции могут дать нам уроки о устойчивости лесных и водных комплексов в условиях будущих климатических вызовов. Рост и развитие растений в зоне воздействия напоминают нам о невероятной пластичности природы, но и о ее уязвимости перед мощными энергетическими импульсами. В таких условиях этические вопросы становятся не менее важными, чем физические доказательства. Как мы используем локальные знания и память коренных народов? Каким образом участие местных общин, охотников и чумовиков в исследованиях должно отражаться в публикациях и интерпретациях? На карту ставится доверие к науке, которая работает на стыке культур и эпох. Она не только объясняет мир,
но и уважает мир людей, чьи предания и воспоминания дают нам дополнительную перспективу. Партнерство с этими сообществами становится нормой, а не исключением, и это влияет на то, какие вопросы мы задаем и как мы формулируем ответы. Будущее исследований – это еще и технологическая дипломатия между странами и регионами. Тайга – не только территория науки, но и пространство, где живет множество культур. Современные экспедиции часто объединяют международных ученых, что позволяет обмениваться опытом, методиками и данными. В условиях, когда так много неопределенности, коллективная работа становится ключевым преимуществом. Новые инструменты, от автономных дронов до мобильных лабораторий, помогают проводить сбор образцов и анализа прямо на месте, минимизируя воздействие на природную среду и сохраняя контекст изучаемых материалов. И в итоге мы возвращаемся к главному выводу. Тунгусский эпизод – не просто загадка прошлого, а живой лабораторный кейс для науки и культуры. Он учит нас терпению, умению работать с неопределенностью, готовности рассматривать множество гипотез и уважению к памяти местных людей. И даже если в ближайшем будущем мы не сможем дать окончательный ответ на вопрос, что именно упало в Сибири в 1908 году, мы будем и дальше двигаться вперед с новыми данными, новыми методами и новыми историями, которые помогают нам увидеть мир в его глубокой и удивительной сложности. И в конце концов, философский вывод. История учит нас тому, что Вселенная гораздо глубже и сложнее, чем кажется на первый взгляд. Единственный путь к правде – это продолжать слушать множество голосов. От академических журналов и полевых дневников до устных рассказов местных жителей и культурных традиций. В этом диалоге между наукой и памятью мы находим не столько окончательные ответы, сколько новые вопросы, чтобы двигаться вперед. И чем дольше мы исследуем тунгусский эпизод, тем яснее становится. Неважно, что именно стало причиной загадки. Важно то, как мы учимся жить с неизвестным, и как это неизвестное побуждает нас к большему знанию о мире и о себе.